Вот смотрите, показываю вам сейчас листья, поврежденные вредителями. Это, вероятнее всего, поработали слизни, улитки. Если вы увидите вот такие листья на пионах, вот смотрите, видите, пятнами оно пошло. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, садоводы, огородники и цветоводы. В этом видео я дам вам несколько полезных советов по уходу за пионами в осенний период. Сейчас сентябрь, у нас достаточно еще теплая погода, нахожусь я в Московской области, и я вам расскажу про уход за пионами вот в этот период. Растение это, как вы знаете, достаточно неприхотливое, у многих оно растет вообще без каких-либо проблем, а некоторые цветоводы испытывают некоторые трудности при выращивании пионов, вот жалуются, что они плохо цветут, либо вообще не цветут, что листья вянут, что они болеют. Сегодня я вам подскажу, как вот эти моменты все решите, чтобы ваши пионы весной, в начале лета радовали вас обильным, пышным цветением. Начну с того, что основная причина нет цветения пионов или плохого цветения пионов, это, конечно, чрезмерная о них забота. Она проявляется в том, что некоторые цветоводы, особенно начинающие, очень стараются поухаживать за растениями, особенно вот осенью, начинают их окучивать перед зимой, там вносят какие-то органические удобрения в виде перегноя, навоза, и тем самым заглубляется корневая шейка растения, цветочные почки заглубляются, и растение просто, ну вот оно так устроено, что цветочные почки должны находиться у поверхности земли. Тогда оно рано стартует весной и хорошо цветет. Вот уберите вот это вот мульчирование из вашего ухода, и вот увидите, насколько пионы будут отзывчивы на то, что чем меньше за ними ухода, в общем-то, тем и лучше. Но есть некоторые моменты. Момент второй, то что после цветения пионов вот эти вот красивые шапки, они отцветают, сбрасывают лепестки, и их вот так многие и оставляют. При этом совершается такая ошибка, что растение закладывает семена, то есть образуются иногда вот в этих вот пышных соцветиях после цветения семенные коробочки, на которые растения тратят естественные силы. Обязательно после цветения, после того, как растение сбросит лепестки, старайтесь их удалять. Это позволит растению силы направить на формирование хорошего корневища, оно лучше зимует и, соответственно, в следующем году лучше цветет. То есть обязательно удаляйте отцветшие бутоны. Третья ошибка, которую некоторые совершают, это начинают обрезать слишком рано побеги, стебли пионов. Вот думают, что уже там в августе можно их обрезать. Однако, дорогие друзья мои, рекомендую вам обрезать пионы как можно позже. Дело в том, что побеги, стебли, они на протяжении всего лета до самых заморозков питают растения, происходят процессы фотосинтеза, накапливаются питательные вещества, они переходят к корням. И вот в этот момент, особенно это происходит вот в августе, в начале сентября, вот пока еще тепло, растение закладывает и формирует цветочные почки следующего года. Поэтому стебли ни в коем случае нельзя срезать очень рано. Срезают их после первых ночных таких достаточно серьезных заморозков, когда листва морозом прихватывается, естественно, побеги, листья вянут, побеги уже вот после первых заморозков можно срезать. Я срезаю не очень коротко, многие срезают их полностью в уровень земли, я оставляю небольшие пенечки размером 10-15 сантиметров. Вот в этом случае мне проще ориентироваться, где у меня посажены пионы, ну а также вот эти небольшие побеги 10-15 сантиметров, пенечки, они хорошо задерживают снег, который ложится и прикрывает на зиму растения. Вот самый лучший утеплитель для пионов – это снег. Не надо их ничем накрывать. Хорошо зимуют, переносят достаточно серьезные заморозки под снегом и хорошо цветут. Следующий момент – это борьба с вредителями.
Я уже показывал в некоторых своих видео, что в начале лета, в июне, очень часто на пионы еще во время цветения нападают гусеницы. Это гусеницы тутового шелкопряда, бабочки, которые достаточно сильно могут повредить листву, листовой аппарат. Они очень прожорливы, быстро плодятся. Вот надо следить, если появились гусеницы в начале лета, обязательно проведите соответствующую обработку от вредителей. В середине лета и ближе к концу лета очень часто пионы повреждаются слизнями и улитками. Я тоже уже рассказывал, как с ними эффективно бороться, поэтому рекомендую вам все-таки не пренебрегать вот этими мероприятиями, потому что чем больше листьев сейчас вот ближе к осени сохранится на растениях, тем лучше они сформируют цветение на следующий год. То есть цветочные почки будут заложены в большем объеме. Поэтому листовой аппарат нужно, конечно, сохранять и проводить обработки от вредителей. Пионы достаточно часто подхватывают заболевания, поэтому рекомендую вам также своевременно проводить обработки. Как только вы увидите какие-либо пятнышки на листьях, обязательно их обработайте. В качестве препаратов, которые я использую, это, конечно, не реклама, я просто вам покажу, чем я пользуюсь. Я уже часто об этих препаратах рассказывал, они доступны практически в любых садовых магазинах, торговых центрах. Вот такими препаратами я пользуюсь. Очень удобно. Вот чистоцвет, прекрасный препарат. Можно обрабатывать не только пионы, но практически все цветочные растения, цветущие растения. Хорошо, эффективно работает. Также тиавит-джетом я пользуюсь, обрабатываю гортензии. Также им можно обработать пионы, в том числе и розы. Обработка от болезней. Также большой плюс для закладки цветения в следующем году, поэтому вот напоминаю вам, что несмотря на то, что казалось бы уже все, сезон закончен, скоро зима начнется, но вот осенью поухаживайте за пионами, это очень важное время, и вы увидите, как они вас отблагодарят на следующий год. Что касается подкормок, в принципе осенью, если вы весной подкармливали комплексным удобрением, как я показывал в своих предыдущих видео, также можете их посмотреть, эффективный способ подкормки я демонстрировал в одном из своих видео. Если вы таким способом подкармливали растения весной, в начале лета, в принципе осенью можно пионы ничем не подкармливать. Если же вы пропустили эту подкормку, то сейчас вот в сентябре, когда еще до первых заморозков остался примерно месяц, когда растение готовится к зиме, то я, конечно, рекомендую провести вам подкормку минеральным комплексным удобрением осеннего типа, где преобладает фосфор, калий, микроэлементы и в минимальном количестве содержится азот. Обычно такие удобрения так и маркируются: удобрения осеннего типа любого производителя, неважно, главное, чтобы оно было с минимальным содержанием азота и с хорошим содержанием фосфора, калия и микроэлементов. Под взрослое растение, которому более 3 лет, я рекомендую вносить просто сверху, рассыпая 2 столовых ложки комплексного минерального удобрения. Просто поверх земли, вокруг растения, небольшим слоем. Вот таким образом я вам показал. Так вот вокруг растения рассыпаем примерно 2 столовых ложки. Если растение еще более старое, то можно использовать 3 столовых ложки поверх земли. Это удобрение вместе с осенними дождями растворится, впитается в землю, и уже весной растение получит полный комплекс питания по азоту, фосфору и калию. Но напомню вам, что весной нужно, желательно точнее будет провести еще азотную подкормку, если вы хотите добиться наиболее пышного цветения. Вот смотрите, показываю вам сейчас листья, поврежденные вредителями. Это вероятнее всего поработали слизни, улитки. Также весной, точнее в начале лета, было нападение гусениц тутового шелкопряда. Они тоже достаточно сильно повредили мои пионы, но были проведены обработки. Со слизнями и улитками бороться, конечно, немного сложнее. Они в очень большом количестве в этом году у нас расплодились.
приходится с ними бороться очень интенсивно. И несмотря на это, все равно вот они продолжают повреждать растения. Если вы увидите вот такие листья на пионах, вот смотрите, видите, пятнами оно пошло. Это еще не очень сильное поражение, но все-таки, конечно, нужно обязательно обработать растения, чтобы не допустить распространения болезней. Рекомендую вам провести обработку. Это нужно для того, чтобы как можно дольше сохранить листовой аппарат. Иначе может получиться так, что растение будет совсем без листвы, соответственно, в следующем году цветение будет менее обильным. Надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях. Также в комментариях вы можете поделиться вашим опытом выращивания пионов в вашем регионе. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.